Доброе утро, зрители Stop Game! В эфире Инфакт. Спонсор почти всех сегодняшних новостей — Nintendo. У нее прошла презентация Nintendo Direct, где показали Switch 2, игры для Switch 2 и, о чем первая новость, Hollow Knight Silksong там засветилась. Не ожидали? А там еще Bloodborne дома будет, но о нем позже. Авторы Silksong поделились ценными секундочками геймплея и назвали окно релиза — 2025 год. Числа не будет. Главная героиня Хорнет скачет по платформам и размахивает иглой. Все так, как и ожидают изголодавшиеся по новостям об игре фанаты. Сиквел заглянет на Switch 2 уже скоро, если, конечно, Team Cherry, по уже привычной традиции, не перенесет релиз. Также игра готовится для PlayStation, Xbox и ПК, хотя в магазине Valve срок выхода Metroidvania еще не обновили. Напомню, что проект анонсировали аж в феврале 2019 года. Ну и давайте про презентацию, которую на Ютубе одновременно смотрело больше 1 миллиона человек. Про презентацию второго Switch'а, конечно. Там показали, новую консоль и игры для нее. А еще назвали дату старта продаж и стоимость коробки с устройством. Nintendo Switch 2 появится в продаже уже 5 июня, кстати, по цене в $450. В Японии будет специальная версия подешевле, но не спешите ее брать у перекупов. Она поддерживает только японский язык. Наряду с основным устройством выйдут дополнительные аксессуары вроде веб-камеры и геймпадов. Началась презентация с полноценного анонса новой части серии Mario Kart. Так называемая Mario Kart World предложит традиционные гонки на множестве карт с обширным ростером играбельных персонажей. Теперь в игре геймеры не ограничены линейными трассами. Разработчики позволят сойти с намеченного курса и свободно ездить по всему открытому миру. Кроме того, пользователи смогут поучаствовать в мегагонках, объединив несколько уровней с разных точек карты в одну масштабную трассу. Mario Kart World выйдет одновременно с запуском Switch 2, то есть уже 5 июня. Еще показали тонну обновлений, вышедших и готовящихся игр. Можно будет кинуть деньги в монитор, чтобы ваша Зельда стала еще Зельде на втором свитче, или Марио Пати еще более веселый, короче. Не все обновления игр будут платными, но многие — да. Вот с ними игры будут поддерживать всякие технологические фишки Switch'а. И, кстати, о них. Еще с момента предварительного анонса Nintendo Switch 2 геймеры подметили загадочную кнопку C на правом джойконе. С тех пор было выдвинуто множество теорий касательно ее назначения. И, как оказалось, она отвечает за игровой чат наподобие Discord. Нажали и можете стримить игру корешам и болтать с ними без дополнительных гаджетов. Вместе с самой консолью Nintendo начнет продавать специальную веб-камеру для Switch 2, которая полноценно интегрирована с игровым чатом и даже некоторыми играми. В той же Mario Party аватары ваших товарищей прямо в игре отображаться будут. Это очень-очень крутая идея. Еще обновят шаринг игр. Пользователи смогут расшарить свою копию игры сразу 3 друзьям и играть в нее в коопе. При этом товарищам не обязательно владеть именно Switch 2, так как эта функция распространяется и на оригинальную Switch вместе со Switch Lite. Ну и да, я сказал, что будем обсуждать железки, а про железки-то толком нет, давайте исправим. Что насчет характеристик консоли, то она, консоль, какая-то слишком мощная. Ладно, почти 8-дюймовый экран, ладно, Full HD разрешение, но 120 Гц? Еще и звук прокачали, еще и 2 Type-C, и оба подходят для зарядки консоли, 4К и HDR при использовании док-станции срабатывают. Вот такого я не ожидал от Switch'а, честно говоря. А если говорить не только о мощности, то главная фишка новых джойконов — это, конечно, возможность использовать их в качестве аналога компьютерной мыши. Показали пару примеров применения технологии, и да, можно играть в Metroid с удобным прицеливанием. А можно, если я не забыл подставить футажи с игрой, надеюсь, вы обалдели, как и я. В общем, неплохо. Детали о формах стиков, кнопок, разных размерах консоли можете прочитать у нас на сайте в заметке. Там много интересного еще, но не хочу 20 минут пересказывать текст тут. Давайте к играм вернемся. Что до них, то показали кучу мультиплатформы. Даже Final Fantasy VII Remake Integrate и Elden Ring выйдет на Switch 2, ничего себе. Из новенького Donkey Kong Bonanza. Легендарный Donkey Kong вновь заявил о себе, и в этот раз не ремастером, а полноценной новой игрой. Donkey Kong Bonanza представляет собой 3D-платформер с проработанной системой разрушаемости, который выйдет 17 июля, эксклюзивно для Nintendo Switch. Еще новенькая Kirby Air Riders. Игра про милаху Кирби основана на классическом гоночном экшене Kirby Air Ride с GameCube. Разработкой игры руководит сам Масахиро Сакурай, отвечавший в прошлом за развитие серии Super Smash Bros. Kirby Air Riders увидит свет в этом году эксклюзивно для Nintendo Switch, понятное дело. А вот самый неожиданный анонс новой игры случился не от Nintendo, а от From Software. The Dusk Bloods, поразительно похожая на Bloodborne, это новая многопользовательская игра от студии,
с PvPvE геймплеем. Выйдет эта игра в 2026 году и тоже эксклюзивно для Switch. Полный список мультиплатформенных релизов и другую инфу о Switch ищите в заметке на нашем сайте, ссылку я внизу оставил. Но от себя скажу, что презентация в общем получилась, не взрывающий мозг, но вполне хороший. Хотя без ложки дегтя не обошлось. Вскоре после полноценной этой презентации сеть заполонили дополнительные сведения от СМИ. Больше всего геймеров ужаснула возможная цена эксклюзивов новой консоли. Если $70 или евро казались вам заоблачной суммой, то приготовьтесь к играм на 10-20 евро-баксов дороже. В частности, представленная Mario Kart World оценивается в 80 евро за цифровое издание и 90 евро за физическое. Тем не менее, стоит учитывать, что далеко не все игры, конечно, будут такими дорогими. К примеру, за Donkey Kong Bonanza просят уже привычные 70 евро в цифре, хотя за картридж придется раскошелиться 80 евро. И все же прецедент вряд ли пройдет незамеченным для индустрии, даже если коснется только самых-самых топовых игр Nintendo. Так что очередное повышение цен, и на другие игры тоже, от других издателей, вполне вероятно затронет и остальные платформы. Другая примечательная новость заключается в содержимом физических копий игр для Nintendo Switch 2. Похоже, не на всех картриджах будут записаны сами игровые файлы. Вместо этого такие носители содержат только лицензию к цифровой версии. Работает это следующим образом. Система консоли считывает код с картриджа и открывает доступ к игре, а дальше вы ее скачиваете. И хотя по факту это цифра, без ключа картриджа тайтл работать не будет. Так, к слову, делают уже некоторые издатели на больших консолях. Например, та же Activision продает так Call of Duty. Ну, в общем, вот эти две новости уже получились не настолько хорошими, как презентация. Но напоследок отвлечемся от Nintendo и обсудим другую японскую компанию, вернее, игру японской компании. 1 апреля в Tekken 8 начался второй сезон, а также вышел внушительный патч 2.0. В нем разработчики проявили невиданную щедрость и раздали бафы персонажам, поощряя более агрессивный стиль боя. Сообщество же совсем не оценило этот шаг, расценив как несмешную шутку. Как пишет профессиональный игрок в Tekken с ником Джока, после обновления 8-я часть вообще не ощущается как Tekken. По его мнению, не стоит усиливать и без того мощных персонажей, некоторые добавленные приемы почти невозможно или вообще нельзя законтрить, урон от комбо теперь слишком велик, ну и так далее. Баланс, короче, переломали. В Bandai Namco же заявили, что при внесении правок в баланс ориентировались на обратную связь и пожелания от пользователей. Вот только разгневанные геймеры уверяют, что хотели совсем другого, например, улучшения защитных функций и нерфа системы хит. В расстроенных чувствах пользователи начали оставлять негативные комментарии под постами Tekken, строчить посты и даже намеренно, разумеется, занижать оценку файтинга. Например, в Steam отлично заметен приток пальцев вниз. За последние пару дней геймеры успели настрочить более 1000 отрицательных отзывов. А вот и все новости на сегодня. Больше интересного на сайте. Там можете найти и новую часть истории серии «Бэтмен» от Вани Лоева, и текстовый обзор «Крок The Legend of the Gobos Remastered» от Алексея Лихачева. Приятного чтения и просмотра. Не забудьте про лайк и хорошего вам четверга. Пока!